обычных людей тоже есть свой взгляд на магию. По большей части они не сомневаются в существовании магов как необычных людей, обладающих сверхъестественной силой. Обыватели, как правило, делят магов на черных, злых и белых, добрых. Это происходит в соответствии с религиозной концепцией наличия в мире двух сил – добра и зла. Когда люди начинают вести разговоры о боге или дьяволе, то сразу становится очевидно, что к магии они не имеют отношения. Все сатанисты и черные маги не имеют никакого отношения к хранителям древних знаний. В деревенской магии действительно может существовать традиция злых богов. Естественно, деревенские жители никогда не почитали богов-вредителей. Однако с приходом христианства все древние боги-покровители превратились в обитателей ада. Поскольку деревенские колдуны в большинстве своем имеют картину мира, не отличающуюся от картины мира остальных обитателей деревни, то могут разделять точку зрения христиан на своего господина – дар, канал или эгрегор античного божества. Таким образом, в деревенской магии вполне могут существовать линии наследственных магов, считающих себя черными. Однако в большинстве случаев черными или злыми считают соседей. Интересно, что при опросах населения на тему, где, как вы считаете, обитают самые сильные колдуны, все указывали на ближних или дальних соседей, подтверждая принцип «в своем отечестве пророков нет». Согласно народным представлениям, белые колдуны лечат и помогают в ситуациях. Черные колдуны наводят порчу и вредят, как только могут. Однако бывают и редкие исключения инверсии. Черные колдуны могут лечить, а белые проклинать. По мнению обычных людей, колдуны знают некие особые заклинания и заговоры, которые держат в тайне. Вдобавок, большинство людей верит в дар, который колдун должен получить по наследству. Колдуньи количественно больше, чем колдунов, однако колдуны сильнее. В отношении колдунов также есть мнение, что они черпают свои силы из некого особого магического гримуара, книги. Для белых колдунов это особая голубиная книга, а для черных страшная черная книга, которую называют по-разному – Некрономикон, книга мертвых, или книга Крокен, древнее морское чудовище. Иногда в качестве черной книги фигурирует реальный трактат «Ключи царя Соломона», но только в среде людей хоть сколько образованных. Авторство черной книги приписывают также некому Максиму Греку, который жил при дворе русского царя Ивана IV Грозного и создал компиляцию из магических трактатов, входивших в царскую библиотеку. Считается, что впоследствии книга попала к приближенному Петра I Якову Брюсу, который практиковал магию и хранил книгу в Сухаревой башне, построенной в Москве. Колдуны, по мнению обывателей, практикуют особые ритуалы, дающие им силу. К таким ритуалам следует отнести черную мессу, которую можно описать как жертвоприношение сатане. Черная месса представляет собой антихристианскую историю. Если непорочная Дева Мария родила младенца Иисуса, то в черной мессе младенца убивают на матке девственницы. В некоторых версиях Естественно, что такое действие к магии не имеет никакого отношения. Мнение обывателей о магии в наше время формируется с помощью СМИ и кинематографа. Здесь кольцо замыкается. На базе народных верований пишутся сценарии семинаров, которые потом дают смотреть народу. Авторы мистических романов, как правило, исходят из теории двух начал, то есть исповедуют религиозную парадигму. Кроме того, к магии приписывают какие-то безумные секты, практикующие не менее безумные ритуалы. Само греческое слово «секта» обозначает «учение». Как правило, речь идет о каких-то религиях, находящихся в зачаточном состоянии. Пока жив основатель религии, она называется сектой. На данном этапе существует небольшая религиозная община, сплоченная вокруг пророка, вещающего от имени Бога, ну или черта. После смерти пророка секта либо исчезает, либо превращается в религию, особенностью которой является некая простая упрощенная модель мира, изложенная пророком от имени некоего Бога. Религия не предусматривает какой-либо эволюции. В религиях происходит разделение на наших и не наших. При этом наши изначально хорошие попадут в рай, а не наши в любом случае плохие и попадут в ад. Принадлежность к религии связана с происхождением некого посвящения, крещения в христианстве и обрезания в иудаизме, а далее соблюдением неких правил, законов и участием в неких ритуалах, исповедь и причастие, молитвы и так далее. Особенность религии – отсутствие какой-либо эволюции. Люди делятся на стадо, паству и пастухов, неких особенных или избранных. Пастухи – посредники между людьми и Богом. В индуизме жрецы – особая каста. В изначальном иудаизме существовали две семьи – левиты-жрецы и коэны – первосвященники. В
В христианстве существуют монахи и священники. Первые практикуют некий особый образ жизни, вторые получают религиозное образование. Аналогичная ситуация в исламе и иудаизме. Есть династии священников, но особое значение этому не придается. Священники не представляют собой особую касту и не обладают особыми свойствами. Тем не менее, согласно верованиям народа, священники – заступники народа перед силами зла. Религия утверждает, что вера дает ее служителям силу против сил зла. Можно добавить, что именно вера служителей зла в силу религии и является этой силой. Маги черпают свою силу из собственного сознания, она не связана с какими-либо верованиями. Иными словами, маги равнодушны к религиям, и поэтому у священников нет власти над ними. Магия базируется на знаниях древней цивилизации и эволюции сознания. Маги представляют собой именно особую касту. Однако все люди в процессе эволюции сознания дойдут до данного этапа. В процессе перерождений маги сохраняют память и сознание одной и той же личности. Любой смертный человек обладает маленьким сознанием, если рассматривать его по отношению к магу. Священники всех религий обладают такими же простыми сознаниями, как и обычные люди. То же самое можно сказать о политиках, богачах и всех людях, считающих себя элитой общества. Религии и рассуждения о загробной жизни отражают надежды обычных людей на бессмертие. Так обыватели преодолевают свой страх смерти. Однако оттуда еще никто не вернулся, чтобы подтвердить истинность какой-либо религии.